Поскольку мы давно не играли в мою компанию, я решил запилить видео с коротким содержанием событий, которые произошли в первой главе. Приятного просмотра. Шел 1783 год после катаклизма. Судьба сложилась так, что 6 индивидов по тем или иным причинам оказались в столице Северного Королевства Винтеркрест, Кимхальд. Одним прекрасным утром на торговца по имени Ильва Гудвейн было совершено покушение. Если бы не двое отважных братьев Кавьела и Пульчинелло, он бы точно погиб. Чтобы избежать смерти, он решает как можно быстрее покинуть столицу и отправиться домой в Улоуголу. Поскольку его стража была убита, он решает нанять новую и предлагает приличную сумму за работу. Работа привлекает нескольких занимательных индивидов, и все они пересекаются в таверне Золотой Василиск. Вот они, слева направо. Галдрока Мага, неотразимый воин-хоб-гоблин, который в совершенстве владел на даче, и в целом довольно-таки аниме. Кирия Мерсерер, девушка человеческого рода, которая занимается детективной деятельностью в городе. Талион Костелло, по кличке Задумчивый, верный Винтеркресту солдат-маг, которого привела сюда работа. Освальд, загадочный мрачный мужчина, который владел очень редкой способностью в этой части мира – стрельбой из огнестрельного оружия. Пульчинелло и Кавьелло, братья-артисты, которые колесили по миру, зарабатывая на жизнь как получится, тоже здесь. Я о них не забыл. Группа решила подготовиться к длительному плаванию и разведать обстановку, но оказалось, что в порту было достаточно много подозрительных персон, поэтому Ильва мигом взял на прокат летающий корабль и решил, что они отправятся по воздуху. Перерезав парочку агрессивных волчат по пути, группа успешно добралась до воздухолета и отправилась в дорогу. Но их ожидало что-то вроде саботажа. Неизвестная мадам пробралась на корабль, убила торгаша и в попытке сбежать к чертовой матери подорвала воздухолет и успешно скрылась с падающего корабля. Хоть приземление было и жестким, новоиспеченной команде повезло приземлиться в замерзшее озеро, что, судя по всему, смягчило падение. Но, судя по всему, только для них. В обломках они нашли тела команды корабля, а также загадочную карту севера со старым названием одного из городов и метками. А также сзади было что-то вроде шифра. Кое-как добравшись до ближайшей деревушки, группа сняла номер у старушки Анжелы, что заведует трактиром Лисий Хвост. Поломав голову над совершенно несложным и честным шифром и с небольшой потусторонней помощью, группа решает шифр и понимает надпись: «Реликвия не у Ильвы. Ищи у метки. С любовью, Фиона». На утро группа познакомилась с алхимиком Андре Галиваном и решила, что им нужны деньги на припасы и дорогу кому куда. Оказалось, что местному кузнецу по имени Орн давненько не поставляли материалы, и коль группа согласится ему помочь, он отблагодарит их как сможет, на что они с радостью согласились и отправились в ближайшую шахту пошебуршать, что там да как. Пришли они, конечно же, на место бойни. Куча тел и следы битвы. Глубже они нашли двух гнолов, один из которых пытался всех успокоить, но второй базарить не собирался. Хоть некоторые пытались узнать, что здесь происходит, другие видели здесь только чудищ и сразу все поняли. Спустя время после победы группа загрузила телегу металлами и отправилась назад в деревню, но по пути им повстречался наездник на коне, который, судя по всему, на все 100% был уверен, что группа — это шайка замаскированных драконов, которая пытается его обвести вокруг пальца. Вбив мужчине мозг на место, они спросили, что происходит, и как оказалось, это сир Фетч Лаундрин, охотник на драконов, и живет он довольно далеко отсюда, примерно 1000 лет назад. Группа сопроводила его в деревню и доставила материалы кузнецу, за что тот наградил их. Но, к сожалению, одним шлемом, поскольку денег у него не было. Закупившись на последние медики, группа отправилась в Флатгаун. Городок побольше и поприличнее. Здесь их ждали загадки поинтенсивнее. Как они узнали, в ближайшей таверне в городе пропадают люди. Но все не так плохо, пропадают только преступники. Ходит легенда, что это дух комиссара Бенедикта, что жил 150 лет назад, который мог казнить за малейшую кражу. Поняв, что в городе готовы заплатить денег за решение проблемы, и узнав от Талиона, что это может быть связано с его основной задачей, группа начала расследование. Обыскав места пропаж и допросив свидетелей, все, что удалось узнать группе, это то, что пропадают люди только по ночам, и пропадают они в облаке тумана. Не найдя более важных улик, команда решила отвлечься на работу попроще и отправилась зачистить небольшой склад от какой-то барабашки. Едва не сложив копыта от нее, группа попыталась понять, что это было, но это что-то развалилось на фиолетовую жижу и пену. Ночью, когда все прилегли отдохнуть и залечить около смертельные ранения, некоторые проснулись от странного шаркания металла по брусчатке. Резко подскочив, группа поняла, что Освальд пропал. Рванув на его поиски, все, что они нашли, это шляпу их таинственного спутника и следы крови. Пораженные утратой, но мотивированные местью, они начали активно искать виновников. И даже нашли тайник в осушенном колодце, который содержал вещи, как они поняли, пропавших людей. И проход, который вел к другому колодцу.
Выбравшись наружу и обыскав ближайший район, они сузили круг подозреваемых до нескольких домов в округе. Пробравшись в один из них, они нашли реагенты, которые создавали тот самый таинственный туман, сундук полный оружия и денег. Все было очевидно. Это явно дом виновника. И группа сделала то, что сделал бы любой желающий отомстить приключенец. Они дружно отправились подавать на них в суд. Владельца дома привели судить. Но поняв безысходность ситуации, он выпил какую-то субстанцию и, превратившись в фиолетового Халка, дал дёру. Окружив тварюгу, стража не выпускала его из города. Группа помогала его сразить, но все, включая саму тварюгу, были уже на волоске от смерти. Как вдруг бледная девица, появившаяся за стражей, разбила колбу с реагентом, которое создало облако тумана. Судя по всему, она пыталась помочь скрыться этому существу. Но через несколько моментов из облака вылетела ее срубленная голова. И большой шлёпа, упав на колени, потерял голову вслед. А перед ним стоял полупрозрачный силуэт мужчины с огромным тесаком в руках, одетого в темный плащ и шляпу из Блудборна. Так вот, офигев от ситуации, команда сказала: ну его нахуй этих ваших призраков, и рванула в Мургейт. Во время ночевки на полпути они почувствовали небольшую встряску в земле, но, наверное, все обошлось. Утром их ожидали 15-метровые каменные стены города и проверка документов. В Мургейте их ждала куча магазинов, таверн, кафе и ресторанов, а также алхимик Андре с предложением нарвать травы у подножья горного хребта. Талион заглянул к своему наставнику, магу-протектору Инке Холлоукейп, и посоветовался насчет своего задания. Поскольку для приключенцев работы было немного, Галдрук и Пульчинелло отправились, сами о том не подозревая, в мутную часть города и наткнулись на довольно мутных господ. Испугавшись вооруженных до зубов бандитов и решив не иметь ничего общего с незаконными делами, группа дружно свалила по направлению к Виндоле, по наводке наставника Талиона, и решила заглянуть в метки на карте, которую они нашли после крушения ветролета. Заглянув по пути в Катарму и передав приветы старым знакомым, группа успешно добирается до отметки на карте и увидели покрытую льдом башню, верхушка которой словно срезана под углом. Перед входом к группе явился огромный дух волка, который потребовал доказать, что они достойны войти внутрь. Не поняв, о чем идет речь, группа дала волку пиздюлей и отправилась в башню. Внутри их ждало несколько ледяных летунов и стежков с загадками. Поняв, что нужно делать, группа наполнила одну из чаш своей кровью, что отворило проход в комнату с телом ледяного гиганта и мечом, воткнутым в камень. Вытащив меч, команда пробудила гиганта, сбежала, вернулась, убила гиганта, попутно отключившись несколько раз, отворила потайную дверь, которую блокировал волшебный топор, собрала лут и вышла наружу. Как только они и меч покинули башню, началась страшная буря. На верхушке башни начал открываться портал. Пульчинелло в необъяснимом трансе, держа меч в руках, улетел в этот портал, и группа начала убегать как можно дальше от этого места. Из-за потери брата Кавьело решает покинуть группу. И ночью, оставив им некоторые из своих вещей и записку, он уходит. Далее дорога привела остатки группы в Виндолу. Перед самой деревней они наткнулись на странного путешественника, который представился как Мирак, и сообщил группе, что увидел их в видении, и они должны в будущем помочь ему добраться на Ситис, чтобы лицезреть парад планет. Потому что это очень важно. А пока это будущее не наступило, он будет помогать им. Не особо доверяя ему, они соглашаются. Деревня была неухожена и словно заброшена, а люди вели себя слегка странно. Сняв номер в единственной таверне, группа решила отдохнуть, но ночью их разбудили странные звуки. Хозяин таверны был словно зомби. Как оказалось, все жители были нежитью. Увидев большое скопление нежити у местного заброшенного театра и решив, что источник заразы был внутри, они пробрались внутрь, где их ждали две твари, которые могли порабощать тела усопших. Сразив их, они вновь увидели, как существа обратились в фиолетовую жижу, и Талион призвал на помощь военную полицию королевства. Инка Холлоукейп выдвинула теорию, что существа выбираются где-то у горного хребта, и предложила группе приличную плату за зачистку этого места, поскольку если делать все по закону, это может занять уйму времени. Когда они согласились, она телепортировала их в горы. После нескольких дней скитаний, небольшого приключения с птичкой и необычной находки в виде магической сферы, упавшей с небес, группа нашла что-то вроде входа в подземелье, которое обросло лианами и прочей неприсущей местности растительностью, из которой лилась фиолетовая жижа. Группа прошла внутрь, решив несколько головоломок и убив парочку редкапов. Они нашли дневник, свиток Hero's Fist
и чашу, инкрустированную драгоценными камнями. В дневнике описывалось, что некий круг друидов пытался запечатать некое древнее зло в старых подземельях дуригаров, но у них все вышло немножко через жопу, и они закрылись там вместе с ним. Пройдя глубже в подземелье, группа наткнулась на вросшего в стену Бихолдера, который пускал фиолетовые слюни, и из них вырастали различные существа. Хоть сам Бихолдер был и в каком-то подобии стазиса, битва была все равно непростой. Но закончилась победой наших приключенцев, и как трофей они забрали все глазки Бихолдера. Дальше по подземелью их ждал рубильник экстренной затопки подземелья лавой, поэтому им пришлось бежать, оставив позади 2 волшебных топора, добытых ранее в башне. После чего их путь лежал в Трург. Остановились они там ненадолго, поскольку Галдрок встретил Табакси, которого видел первый раз в жизни, но тот знал подозрительно много о его прошлом. Решив, что задерживаться там не стоит, они рванули назад в Мургейт. Успешно сдали выполненный квест и рванули в Уиллоуголл. Это был огромный город, наполненный различными культурами, массой развлечений и товаров со всего мира. Все это время Кирия должна была попасть в этот город, чтобы найти человека, который поможет ей перевести книгу, при помощи которой она самостоятельно обучалась магии. И эта книга может привести к разгадке важнейшего дела в ее жизни. К сожалению, на пути у Кирии стали 2 бандита, которые обманом заманили ее в безлюдный переулок и перерезали ей глотку. И обокрали. Менты помочь ничем не могут, они сами этих мудаков пытаются поймать хуйте сколько времени, поэтому информацию нужно искать у тех же людей, которые должны помочь с книгой. Узнав в городе, что такие люди встречаются всезнающие устрицы, они направились туда. Таверна была полна людей, которые выглядели довольно странно. Все были похожи на людей, но что-то нелюдское было на каждом лице. Пройдя через 2-факторную авторизацию группе, кроме Талиона, местный контингент не особо солдат уважает, получилось связаться с огненным Генази по прозвищу Барон, который согласился помочь с переводом информации о бандитах, если Кирия поможет зачистить его склад в канализации от какой-то неведомой твари. Команда без проблем зачистила склад. И Барон рассказал, что книга — это одна из древних реликвий, которые остались после катаклизма. Многие люди готовы отдать за нее большие деньги. Такую книгу когда-то давно искала наемница по имени Фиона фон Грул. Очень опасный человек, и Кирии стоит быть начеку. После этого небольшого приключения группу ожидал веселый отдых в доках на кулачных боях и неожиданный портал в небе, из которого вывалилась дьявольская собачонка, которая парализовала Мирака. Портал в небе пытался закрыть мужчина, который оказался магом-протектором Уиллоуголла по имени Аурил Даскблейд. И он решил наградить группу за помощь лично. И они все вместе дружно отправились к резиденции лорда-командующего. По пути они упомянули, что ищут Фиону фон Грул. И сразу же после этих слов маг-протектор велел страже заковать их в кандалы за предательство. Позже оказалось, что Фиона связана с ним. Она пришла пообщаться с группой 1 на 1, позапугивала их и ушла. Аурил сказал, что она велела ему телепортировать их в пустыню в центре Альмардена, где скорее всего их ждет смерть. Команда послала его нахуй, но он сказал, что не хочет причинять им вред, просто очень напуган, поскольку его дочь находится в заложниках у Фионы. Поэтому он предлагает переместить их в Мургейт и бежать. Группа соглашается, и перед тем, как улететь в другой город, Гулдрок обещает убить Аурила. Группа консультируется с наставником Талиона и решает, что пора валить на Ситис. С помощью Инки они находят корабль, который сможет туда отправить, и спустя 3 дня они высадились на берега Ситиса. Пройдя несколько часов по пляжу, на самом рассвете, на горизонте они замечают силуэт человека. И на этом наше приключение остановилось. You just got coconut mauled. Share this with all your friends.